Так, здравствуйте еще раз, любители ПСАшных машин, и не только. Короче, смысл в чем? Продолжаем поиск стуков. Сейчас машина вывешена полностью, у нас передняя часть. Вот, кстати, про этот прекрасный агрегат вообще хотелось бы поговорить отдельно. Не знаю, столько тоже роликов, уже миллион по поводу EP6, там THP, все дела. Но я хочу сказать, что не все так плохо. Очень интересный агрегат. Вот еще надо будет поделиться опытом эксплуатации этой штуки. Ну, тоже, естественно, на драйве кто-то также уже сделал. Но я чуть-чуть по-другому сделал. Там внутри эти мочалки железные. Вот. Пробег сейчас 1000 километров с этой штукой. Посмотрим, что там у нас собралось. Обязательно на днях я сниму, посмотрю. Самому интересно. Может быть, там ничего не будет. Вот. В общем, вывешена машина. Передняя часть машины вывешена. Рулем тут крутили-вертели. В общем, по тягам рулевым и наконечникам и по самой рейке вопросов нет. В принципе, никаких. Вот, есть вопрос по непонятным звукам при вращении колеса. Колеса тоже, ну, соответственно, во всех проекциях дергали туда-сюда, влево-вправо, вертикально. Признаков там каких-либо износа ступичных подшипников нет. Но есть звук, когда колесо вращаешь туда-сюда слегка, то звука как такового нет. Но вот это движение, ну, телефон не передаст, конечно, этого звука, ничего. Но вот это движение с небольшой амплитудой, оно порождает какой-то стук. Этот стук отдается, в принципе, повсюду. Он отдается в привод. Он отдается даже в шток амортизатора. Хотя у шток амортизатора и мы всем драйвом тут, наверное, грешили уже на эти стойки ТРВшные. Вон там эта этикетка. Они вообще новые. Вот, но не похоже, чтобы что-то там люфтило или било звуков. Но, вот опять же, повторюсь, при вот таком движении, только интенсивном, создается я не знаю, передаст телефон этот звук или нет. Вот, так вот. Вот это вот как раз таки звук, вот он отдается стуком прямо и в шток вот здесь, и в саму стойку. То есть, когда колесом вот так вот делаешь, прикладываешь руку на пружину, на стойку, тут, ну, везде руку прикладываешь, и она отдается прямо такими ударами, тык-тык-тык-тык-тык. Вот расскажите мне, в чем дело? Не протянута гайка ступицы или такой износ у подшипников бывает? Что это есть? Ну, там вот дальше это уже звук из коробки идет, ну, не о нем речь вообще. Вот такие вот дела, ребят. Так. Вот, видите, все ремонты делаем на коленке. Из условий у нас только в частном дворе это крыша, которая немножко капает. Ну да ладно. Вот они, старые стоечки. Я не знаю, сколько им лет вообще, сколько они отработали, но, может быть, даже родные были. Они очень мягкие. Возможно, даже от них стуков никаких и не было. Но я их снял, потому что мне показалось, что они очень мягкие работают. То есть тут практически без усилий, так слегка прикладываешь, и это спокойненько выходит. И очень спокойно заходит. Не знаю, если дело было бы в стойках, у меня стук, я бы даже психанул и поставил бы вот эти старые, чисто на пробу. Благо, опыт уже есть. Тут занимает буквально пару часов каких-то все это вместе с демонтажом дворников, пластика и жабо. Ну вот, поделитесь еще раз, прислушайтесь, если получится. Тут машины еще ездят, мешают. Вот, берем колесо, так интенсивно начинаем двигать туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда. Недавно менял внешний шрус. То есть тут
Шелуст вообще практически без люфта пока. И вот, когда я так делаю колесом, туда-сюда, тык-тык-тык-тык, вот сейчас. Вот в данный момент я сейчас так делаю. Вот, бьет аж в стойку, амортизатор нам дает этот звук. Такие вот дела. А так вообще блогером становиться не хочу, но мечтаю снять нормальный ролик про вот этот аппарат. Потому что очень много противников вообще ПСАшных машин. Хочу пожелать этим всем противникам здоровья и всего прочего. Но, ребята, вы не правы. Автомобили прикольные. Ладно, все, всем спасибо. Будем продолжать. Как только стук будет побежден, обязательно снимем видос. Кстати, здесь за силиконом обработано, так скажете, небрежно, но очень сильно тут запотевал этот стык. Просто до невозможности. Я психанул и засиликонил. Зато теперь все сухо. Вот, кстати, всем известная проблема с патрубком, с этим, с воздушным, который подходит к турбине. Вот здесь вот я купил и установил силиконовый патрубок от радиатора, от УАЗика, Патриота, по-моему. То есть все лишнее, что здесь рассохлось и рассыпалось, я убрал, состыковал. Вот этот вот кусочек патрубка силиконового, он идеально все подошло и на турбину, и к этому, к нашему, к родному. Ну, там, не помню уже, чем я, армированной лентой, по-моему, затягивал, а сверху изолентой синей. Ну, да, по колхозному, но зато вот так вот получилось все герметично, все чисто. Такие вот дела. Ладно, всем спасибо, ребят. Будем дальше искать стуки.